Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы будем восстанавливать мужские брови. И на днях ко мне пришел мужчина с очаговой аллопецией, у которого выпала одна бровь. Конечно, он испытывает большущий дискомфорт, потому что все спрашивают, где его бровь, все тыкают, и он очень смущается, не может проводить никакие совещания, и пришел ко мне за помощью. Я его сфотографировала и пообещала ему подобрать эскиз, прорисовать заранее. Это очень наглядно покажет, как будет выглядеть он в дальнейшем. Это видео уже для продвинутого уровня, для тех мастеров, кто сталкивался в своей жизни с волосковой техникой, а если вы только начинаете в ней работать, предлагаю вам посмотреть ролик по укладке мужских бровей. Ну что, мы приступаем, и здесь наша задача уже не пользоваться стандартной укладкой, так как уже одна бровь имеется. Нам нужно восстановить бровь точно такую же, как правая. Поэтому укладкой мы здесь не пользуемся, как я уже сказала, а переносим одну бровь на другую, пытаемся ее нарисовать максимально похожей. Прежде всего я возьму белый карандашик и отмечу границу, где я буду рисовать. Конечно же, смотря на имеющуюся бровь. Можно прям вот такими линиями наметить ту зону, где у нас будет как раз-таки отрисовка. Вот эту часть нам надо восстановить. Конечно, по верхней границе у нас будет присутствовать такой же пушок, как присутствует на правой брови, и по нижней тоже. Кстати, на правой бровке тоже пошла очаговая аллопеция, то есть вот здесь тоже мы будем немножечко дорисовывать и доводить брови, так сказать, до идеала. С помощью пипетки я выбираю нужный мне цвет и начинаю отрисовку. Сначала мы прорисуем главные волоски, то есть нужно проследить именно направление роста волос этого мужчины. Мы смотрим и видим, что в начале нет вот такого пушка, как мы привыкли рисовать с помощью стандартной укладки, поэтому будем уже отталкиваться от своего роста волос. Конечно, чтобы бровка нарисованная была точно такая же, как своя бровь. Мы можем проследить именно направление роста волос и видим, если прочертить вот такую линию, что волоски где-то в серединку уходят, причем верхних волосков достаточно много, как и нижних волосков, они должны встретиться где-то в серединке. Поэтому направляющая главная у нас тоже будет уходить в серединку. Я отступаю, ну, примерно сантиметр от головки, пока головку не трогаю, и рисую главную направляющую, как раз-таки увожу ее в середину. Сначала просто наметка. Сразу не обвожу, потому что мне нужно проследить именно направление своей линии. Я прорисовываю дополнительные волоски, то есть помним, по укладке у нас папа, мама, брат, сестра, тут тоже они присутствуют. Эта укладка, конечно, похожа на стандартную укладку, все брови мы рисуем относительно нее, но здесь мы немножечко смещаем по секторам и переплетаем больше волосков, глядя на имеющуюся бровь. Поэтому я нарисую маму, папу, брата, так как мы рисуем, и потом уже мы их переплетем с помощью дополнительных волосков. Вот у меня основной костячок есть, это 4 волоска. Далее мы прорисуем верхние волоски, потому что именно на этих бровях как раз-таки верхних волосков достаточно. Не скажу, что азиатская укладка, но такая смешанная, причем даже направляющая чуть ниже серединки уходит. Поэтому пушковых волосков здесь достаточно. Я, глядя на имеющуюся бровь, прорисовываю верхние волосочки. Сначала я прорисовываю, конечно, оставляя между них достаточно пространства. Я буду работать поэтапно, чтобы, когда я уже сяду за процедуру, я знала, какие волоски главные, какие второстепенные, и не запуталась в укладке. Поэтому я оставляю расстояние между волосков. Дополнительно буду прорисовывать на другом слое. Кстати, в следующем ролике вы сможете уже оценить готовые брови, потому что я планирую сделать эту процедуру и показать ее вам. Поэтому подписывайтесь и следите за новостями. Я продолжаю отрисовку, и вот этот верхний костячок волосков у меня достаточно пушистый, и его много. То есть в стандартной укладке наверху обычно присутствует 4 волоска, здесь же у нас уже 5 волосков я прорисовала. Все из-за того, что сверху у нас достаточно большой объем волосков прорисовывается. На самой головке брови у нас мы видим волоски такие прям запутанные, переплетенные, поэтому
я уже отхожу от стандартной укладки и рисую немножко по-другому. Все, скелет мы прорисовали. Я открываю новый слой, чтобы опять же потом не запутаться, когда я буду выполнять процедуру. И сейчас буду прорисовывать дополнительные волоски внутри. Если при стандартной укладке у нас волоски бы пошли более зализанными и заполняли бы внутренность, здесь мы немножечко их будем смещать в другую сторону, потому что бровь такая прям вся переплетенная. Я уже смотрю на вот эту часть и стараюсь ее скопировать. И мы видим, что внутри волоски прям очень хаотично растут. Какие-то наверх поднимаются, какие-то более зализанные. И мы будем также прорисовывать волоски внутри. Конечно, самое главное правило волосковой техники – это отсутствие параллельных линий. И оно работает абсолютно везде, потому что если у вас будут параллели, бровь будет сильно нарисованная, не настоящая. Посмотрите, вот этот волосок внутри я как увела и опустила, чтобы добиться как раз-таки более натурального вида. Сильно много волосков я сейчас не прорисовываю. Напоминаю, я работаю слоями, чтобы потом не заблудиться в своих нарисованных волосках и восстановить всю бровь правильно. Какие еще правила волосковой техники существуют, помимо натуральности и отсутствия в бровях параллельных линий? Волосок должен начинаться очень легко, то есть вход волоска должен быть прозрачный. Волосок уплотняется и утолщается ближе к серединке брови. То есть на любых бровях есть акцент, как и на этих. Мы видим, что самое яркое место – это чуть подальше от головки брови, ну и, собственно, излом брови. Здесь мы будем делать то же самое, поэтому на головке брови я много волосков не прорисовываю, и они у меня более легкие и нежные, в отличие от серединки. Серединка насыщенная, в серединке волоски потолще и поярче. Также на уголочке. На уголочке у нас пушковый волос обычно растет, поэтому я прорисовываю очень тоненько и легко, чтобы как раз-таки сделать эффект пушковости. Так, ну я думаю, на этом слое мы достаточно прорисовали волосков. Открываю новый слой и продолжаю заполнять пустоты, которые у меня имеются. Я немножечко потушевываю внутри, потому что при отрисовке таких бровей, к сожалению, не обойтись без растушевки. Брови достаточно густые, темные, и если мы будем выдерживать большое расстояние, как, например, мы работаем на женских бровях, на полупрозрачных пушковых бровках, там мы можем себе этого позволить. Но если мы будем работать здесь без растушевки, получится, что бровь гораздо светлее, чем имеющаяся, и все равно будут тыкать и спрашивать, где твоя бровь, что с ней стало. Поэтому мы будем немножко растушевывать, но в волосковой технике есть определенные правила растушевки. Когда вы укладываете растушевку, вы не можете чиркать вот так вот сверху по уже нарисованным волоскам, иначе все будет в кляксу, у вас заживет, все расплывется, волоски не будут волосками, а будут просто растушевкой. Поэтому, когда вы уже отрисовали волоски, растушевка выполняется в самую последнюю очередь, когда вот-вот вся бровь готова, вы можете внутри секторов маленькими движениями аккуратно подштриховать, чтобы добавить как раз плотности, при этом не пересекая уже нарисованные вами линии. Тогда все будет заживать хорошо, так как мы хотим. На мужских бровях очень много пушковых волосков. Мужчины у нас брови не выщипывают, мужские брови более густые, поэтому мы не скупимся на дорисовку еще дополнительных тоненьких волосков, чем я, собственно, и занимаюсь. Прорисовываю вот этот пушок сверху, и мы видим, что здесь волоски, они практически такие горизонтальные, то есть не сильно изгибаются. Коротенькие, маленькие и тоненькие. Я то же самое и прорисовываю у себя. Вот эти пушковые волоски, они тоже добавляются в самую последнюю очередь, когда скелет брови у вас уже хорошо зафиксирован и прорисован. Продолжаю насыщать серединку, делаю волоски потолще, причем на деле толщина волоска
и яркость волоска достигается только путем расширения линии. Вы ни в коем случае не засаживаете, не заглубляете пигмент, чтобы волосок стал ярче. Вы просто рисуете линию и потом ее обводите несколько раз, чтобы она стала шире, прорисовывая как бы тень под волоском. И тогда у вас бровки не изменяют свой оттенок, заживает все так, как нужно. Кое-какие волоски я сразу выделяю, затемняю. Конечно, чтобы понять, какие это волоски, нужно немножечко отодвинуть фотографию, либо же на деле вы отходите от клиента и смотрите на картину в целом, как это делают художники, когда рисуют свою картину, и глаз замыливается. Действительно, когда ты постоянно смотришь в одну точку, ты уже не видишь каких-то определенных нюансов. Стоит отойти, посмотреть на расстояние, ну где-то на расстоянии 1,5 метра, и тогда все становится ясно. Поэтому обязательно сажайте своего клиента во время процедуры и смотрите, куда еще чего добавить. Кое-какие волоски на головке я тоже делаю поярче, как и в природе. Какие-то у меня выбиваются из своей схемы и смотрят наверх. Добавляю по низу пушочек. И вот немножко отодвинув фотографию, я вижу, что мне нужно добавить яркости на вот эту зону, чуть дальше головки. Как раз таки вот сюда нужно немножко прорисовать и опустить бровь. Поэтому я добавляю яркости вниз и прорисовываю дополнительные волоски, глядя на готовую бровку. Тут у нас тоже будет небольшая растушевка внутри секторов. Прорисовываю пушковый волосок и сверху, снизу. Пушковый волосок очень прозрачный, коротенький, как мы видим. На головке аккуратненько, не перебарщиваем. Совсем много волосков здесь не нужно. Головка более прозрачная. Вообще во всех бровях должны быть акценты, и бровь не может быть равномерно яркой по всей ее поверхности. А акцент как раз-таки в основном на изломе брови. Но на мужских бровях он может быть как раз-таки чуть дальше головки, потому что мужские брови более густые. Ну и сейчас я немножко добавлю волосков на нашу хорошую бровку, потому что она частями уже тоже начала, к сожалению, лысеть. И, например, вот здесь на изломе хочется немножко добавить, и тогда они станут прям одинаковые-одинаковые. Ну и также по низу, вот здесь мы видим тоже дырочка уже начинается. Дорисую немножечко еще волосков на конце, ну и, собственно, бровка будет готова. Конечно, по идее, если бы это был рисунок, я бы еще добавила тональности и сделала бы бровь поярче. Но так как мы с вами смотрим на перспективу и рисуем будущий эскиз волосковой техники, мы знаем, что между волосков должно оставаться кое-какое пространство, что при заживлении, если мы будем их рисовать близко-близко, они просто поплывут и сольются в растушевку. А нам нужно, чтобы все прекрасно, хорошо зажило, и волоски были волосками, тем более у мужчины. Поэтому в случае необходимости мы можем добавить густоту и дорисовать еще волосков поверх на коррекции. Но на первичной процедуре прям все досконально я не советую прорисовывать, иначе как раз таки может произойти такой казус, о котором я сказала. Я закончила прорисовку, мой эскиз готов, я уже готова показать его своему клиенту, и я думаю, это очень помогает мастеру и клиенту тоже, потому что он видит наглядно, что его ждет в конце. Ну и вы тоже увидите, что его будет ждать в конце, поэтому подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, и до скорых встреч. Пока-пока.